Итак, друзья мои, сейчас я подарю вам очень сильный заговор на суахили. Заговор, который относится к магии вуду. Призыв внезапной удачи. Если у вас в жизни какой-то момент, когда вам нужна прям, вот сейчас прям удача. Ну, предположим, идете что-то покупать, нужно, чтобы вам уступили. Есть у меня ритуал, все на распродаже. Тоже очень действенный, но вот сейчас дополнительно именно на языке вуду. Многие говорят, что на языке вуду у них получается замечательно, очень сильно, и они очень любят использовать именно этот язык и эти заговоры. Вот вам еще один заговор. Чтобы вам повезло, чтобы вас услышали, и чтобы было так, как вам хочется в данный момент. Ну, хоть что. Вот мужа убеждайте в чем-то там, купить вот что-то, чтобы он сделал, как вы хотите. Или, может, вы потратили его деньги с карточки. И вот вам нужно, чтобы была удача, чтобы он вас послушал или там, может быть, не скандалил, если он может такое себе позволить. А вообще, учтите, жадность – это отсутствие любви. Когда любишь человека, то ты никогда к нему не жаден. Это точно так же, как к своему ребенку. Бывает, что ограничиваешь его, где-то экономишь, может быть, ты понимаешь, что то, что он хочет, совсем не надо совершенно. И действительно так бывает. Иногда купишь что-нибудь и валяется. Вон сколько раз покупали там какие-то эти игровые шлемы по 30 тысяч, которые 2-3 дня и валяется где-то. Поэтому не в этом случае, а именно вот имея в виду, что если ребенок хочет и у тебя есть возможность, ты для своего ребенка не жадничаешь. Ты покупаешь, потому что у тебя есть инстинкт материнский, который говорит, что, который даже не допускает мысли, что можно на ребенке экономить, да, предположим. Вот то же самое. Так что если он с вами из-за денег, из-за чего-нибудь скандалит, значит, этот человек не совсем вас любит. Нехватка любви приводит к жадности. Это запомните. Ладно, проехали. Итак, если вам нужна внезапная удача, чтобы вас послушали, чтобы решилась проблема в вашу пользу. Ничего в конце говорить не надо, ничего просить не надо, просто начитывайте 4 раза слова из магии вуду. Итак, представьте себе на суахили слово удача или везение, внезапное везение, да, извиняюсь. Везение, удача, сейчас одно и то же. Внезапное везение, все правильно, чтобы повезло. Ну, в принципе, удача такое же. Почему я немножко так перепутала слова? Потому как на суахили удача и везение звучит одинаково. И звучит, знаете как? Богатый. Мы когда говорим богатый человек, видимо, это пришло из древних времен и международное слово, которое означает человек удачливый, везучий. Представляете? Так что на суахили везучий – это богатый. Читаем. 4 раза. Богатый, богатый, богатый. Джо кванджо. Курука кванджо. На барабара зоте. Я рапид зоте. Кутока сехему. Зоте за илимвенгу. Джо богатый, Джо богатый, Джо богатый. На сулухиша. Татимо и вегивио. Я уверена, что для многих это уже стало родным языком, потому что они столько читали ритуалы вуду, что как будто бы вот прям родились с этим языком. Еще раз. Богатый, богатый, богатый. Джо кванджо. Курука кванджо. На барабара зоте. Я рапид зоте. Кутока сехему. Зоте за улимвенгу. Джо богатый, Джо богатый, Джо богатый. На
Сулухиша татимо и вегивио. Багатый, багатый, багатый. Джо кванджо, курука кванджо, на барабара зоте, я рапиц зоте, кутока сегему, зоте за улимвенгу. Нджо багатый, нджо багатый, нджо багатый. Сулухиша татимо и вегивио. Багатый, багатый, багатый. Нджо кванджо, курука кванджо. На барабара зоте, я рапиц зоте, кутока сегему, зоте за улимвенгу. Нджо багатый, нджо багатый, нджо багатый. На сулухиша татимо и вегивио. И можете спокойно идти по делам. Я вас уверяю, что все решится в вашу пользу. Даже вне сомнения. Итак, еще одна работа для вас и для ваших успешных дел. Всем удачи!